Добрый день, уважаемые зрители, слушатели нашего подкаста. Приветствуем вас на очередном интервью из серии «Женщины международного права». И сегодня с нами управляющий партнер адвокатского бюро Бреви Ольга Цветкова. Ольга, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились к нам прийти и принять участие в нашем интервью. По традиции мы для начала просим рассказать о своем профессиональном пути, где вы родились, где учились. Здравствуйте, Диана, и большое спасибо за приглашение. Мне очень лестно быть среди таких женщин. Обычно здесь должна быть история про мою любовь к праву с детства, но у меня все было иначе. Я вообще практик, и ко мне все приходит через опыт по жизни. И я думаю, мне повезло со входом в профессию, и я поэтому решила в ней остаться. Родилась я в Красногорске, в подмосковном, в семье, где право было фоном для жизни. Папа был успешный юрист, а мама — надежная опора, на которой держалась семья. Папа меня приучал к выдержке буквально. В коридоре были развешаны стикеры с цитатами про настойчивость и решительность. По выходным папа со мной играл, как я потом поняла, уже упражнениями из бокса, потому что он в прошлом был профессиональный боксер. Поэтому держать удар я научилась с детства. Возможно, это привело к спорам, только уже международным. Хотела я стать психологом, но здесь уже мама сказала: сначала юрфак МГУ, где учился папа, потом все остальное. Я попробовала, поступила, и после первого курса пошла на практику в юридическую фирму международную Бейкер Маккензи, познакомиться с профессией. Но поворотным стал пятый курс и начало моей работы постоянной в адвокатском бюро ЕПАМ. Тогда только формировалась международная практика, и в целом на рынке только развивалось это направление, и поэтому была возможность сразу занять свое место. И за первые годы работы, я думаю, мы занимались самыми громкими и интересными международными делами. Это были межгосударственные споры, коммерческий арбитраж во всех его проявлениях, государственные иностранные суды. Поэтому была возможность увидеть весь спектр того, что предлагает международное право, и в первую очередь разрешение международных споров. Через несколько лет такой активной работы я поняла, что мне эту библиотеку опыта хочется упорядочить и получить иностранное образование, потому что я в международной практике. В то время только набирала обороты программа МИЦ, магистр в сфере разрешения международных споров в Женеве. Я на нее поступила, потому что я хотела фокусное образование. Параллельно я совмещала с работой в американской юридической фирме Сидли Остин, также в Невском офисе. Тогда я поняла, наверное, впервые, что могу работать в международной среде, но одновременно, как бывает в жизни, я перестала эту среду романтизировать. И поняла, что в тот момент для меня больше смысла имеет работать в российском контексте. Через несколько лет после возвращения, снова в консалтинг, я ушла в Минюст по приглашению Михаила Львовича Гальперина. Тогда начинались инвестиционные споры, крымские дела, шла реформа, которая сейчас идет в Юнситрал, система разрешения споров между государствами и инвесторами. И тогда я впервые увидела, как международное право работает с позиции государства. Совершенно иная логика, и крайне полезный опыт. А после этого я вернулась в консалтинг и поняла, что у меня все как будто бы собралось. Российский опыт, международный, практика, образование, государственный сектор, частный. И я решила, что пришло время строить уже свою команду и по тем принципам, которые мне кажутся правильными и своевременными. И так родилась Бревия, адвокатское бюро в Абу-Даби и в Москве. Думаю, что это синтез такой накопленного за почти 20 лет практики. Очень интересно, а Брейви вообще что-то означает? Да, у Бревии два основных смысла. Первый — это бревия, это такой короткий путь к цели. Когда ты не ходишь кругами, у тебя есть задача и есть под нее решение. А второй — это юридический смысл, потому что для нас чистота — это важно, такая простота донесения мысли. Это бриф, на самом деле, юридическая инструкция. Очень интересно. Если позволите, хочется чуть-чуть вернуться назад к образованию. Вот вы сказали про Женевскую программу МИЦ, которая еще тогда только начинала свое развитие. А как вообще оцениваете опыт? Было ли полезно? Рекомендуете ли тем, кто сейчас только начинает свой профессиональный путь на нее поступать? Или, может быть, на какие-то другие программы? И я считаю, что МИЦ для меня была лучшая инвестиция в профессию. Для меня это есть забавная история наравне с покупкой Роликса. Мне было 25 лет,
Я приехала в Женеву учиться и поняла, что я хорошо потрудилась предыдущие 5 лет, и нужно как-то это запечатлить. И я зашла в магазин, купила себе базовую модель часов Rolex. Спустя больше 10 лет ношу ее до сих пор и очень благодарна Женеве и за МИЦ, и за часы. МИЦ дал мне и нетворк, очень обширную сеть контактов, которая в арбитраже, вообще в международном праве, э, чуть ли не первична. Также с такой же глубиной дал такую теоретическую базу, вообще такой 3D-взгляд на международные споры, и публичные, и частные. И это было очень интересно, потому что в то время в России, мне кажется, арбитражем больше занимались как таким ремеслом, которое не требует специальных знаний. Поэтому мне как раз хотелось понять, как там, на тех рынках, где арбитраж уже был развит десятилетиями, получить эту глубину теоретической базы. Ну и спустя тоже больше 10 лет сейчас я вижу, что продолжаем друг друга поддерживать с одногруппниками, в принципе, с аламни. Я встречаюсь и общаюсь с преподавателями по-прежнему. Ну и как работодатель уже я всегда с удовольствием беру на работу выпускников МИЦ. Это очень здорово. И интересно, что вы отметили важность нетворкинга. А как вы думаете, где еще молодым людям, особенно тем, кто еще имеет не очень большой опыт вообще профессиональный, где им нарабатывать такие полезные и важные контакты? Ну, наверное, универсальный совет — пробовать разное. В первую очередь стажировки, если мы говорим про студентов или только начинающих молодых людей. Я проходила в свое время практику в разных фирмах. Стажировки сейчас возможны и в национальных командах. За это время выросло много национальных сильных команд в сфере арбитража и международного права. И нужно не бояться и писать напрямую. Я знаю, что многие открыты для того, чтобы принимать к себе стажеров, практикантов на разный срок. Сейчас развиты программы менторства и в России, и международные программы. Они также очень сильны, и я точно вижу, что практики опытные, они готовы и хотят делиться своими знаниями. Их нужно просто спросить. А можете какие-то программы назвать и порекомендовать? Я не являюсь таким системным ментором. Я как раз за стихийное менторство, пока у меня идет активная практика. Ко мне периодически обращаются. То есть я не программа, но ко мне можно обращаться с разными вопросами, и ребята этим задействуют, этот ресурс. По программам я знаю, что в ИККА, по-моему, достаточно большая программа менторская. Она достаточно долгосрочная, по-моему. И вот, например, ребята из нашей команды, которые уезжали учиться и работать за границу, они задерживались в этой программе. В России также есть программы, я знаю, «Российские женщины в арбитраже». Она тоже себя прекрасно зарекомендовала. Например, ко мне пришел на работу юрист благодаря этой программе, потому что моя знакомая была ментором в этой программе, и она нас свела. Поэтому мне кажется, что главная особенность таких программ в целом неформальных — это мосты в профессии. И в этом плане они незаменимы. А скажите, какими вообще качествами должен обладать юрист, чтобы добиться успеха в профессии? Потому что международное право в целом, международный арбитраж — это такие высококонкурентные все-таки области, и где еще и все друг друга знают. Что нужно из себя представлять? Да, хороший вопрос, спасибо. Я думаю, здесь нету единого рецепта. Но для меня международное право — это область, в которой она про умение жить в сложности и неопределенности. Потому что у тебя часто просто нет готового ответа, и ты сам придумываешь заново, ориентируясь на нормы, практику, придумаешь решение под конкретную ситуацию. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно в первую очередь уметь выстраивать позицию, когда нету плацдарма. А это в первую очередь идет от характера, мышления роста, правильного отношения к ошибкам, когда ты на нее смотришь не как на провал, а как на трамплин. Мне кажется, не надо торопиться встраиваться. Это может быть необычный совет, но я все-таки его дам, поскольку мы в международном праве работаем. Не нужно пытаться быть удобным и мыслить как все. Нужно, наоборот, задавать неудобные вопросы. Нужно пытаться, если хочется больше ясности, где-то быть в стороне и идти обязательно своим осознанным путем. В ботанике есть такое явление, по-моему, называется фототропизм. Это когда растения, они умеют менять направление роста в борьбе за ресурсы. Там, где больше пространства, там, где свободнее. И вот мне кажется, что даже природой уже предусмотрены эти качества, поэтому человек должен ими пользоваться и не идти автоматически по тому пути, который принят, и туда, куда идут все.
Еще мне нравятся люди, которых я называю, или способ мышления, бог-интеллектуал. Ты должен свободно мыслить, ты должен легко сочетать форму и содержание, при этом оставаясь в глубине, потому что международное право, оно все-таки про глубину. И это в первую очередь видно в таких сложных конструкциях, как международное право, когда человек внешне легкий, при общении виден вот этот интеллектуальный стержень. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь есть набор таких очень универсальных качеств, которые любой человек может себе развить. А в первую очередь надо отталкиваться от интереса, потому что невозможно заниматься тем, что тебе не по душе. Спасибо. Следующий мой вопрос как раз связан с интересами. Я слушаю про ваш профессиональный путь, про такую разнообразную карьеру, разностороннюю. Понятно, что вы такой очень целеустремленный человек. Вы любите осваивать такие новые горизонты, неосвоенные какие-то территории. У меня в этой связи несколько вопросов есть. Первый, наверное, исходя из чего вы каждый раз выбирали направление для такого развития. То есть, так, я хочу попробовать себя в этом, или я хочу попробовать вот там. Тут, наверное, мне неинтересно. Ну, какая была мотивация? И второй, наверное, вопрос. Что в каждом из направлений, где вы развивались, для вас было самым интересным? Если честно, я часто слышала, зачем тебе госслужба, если у тебя все складывается в консалтинге? Или зачем ты возвращаешься в консалтинг, если у тебя складывается в инхаусе, потому что госслужба — это также инхаус. Зачем возвращаться в Россию, если ты устроилась в западную юридическую фирму? И так далее. Во мне зашито действовать не как принято, а думать головой. Вот. Мне кажется, что первично в человеке понимать, что конкретно тебе нужно, а, сформировать свою карьеру не как лестницу линейную, а как некий конструктор, понимать, какие элементы тебе хочется освоить, и идти вот этим своим путем. Так я и действовала. Ну, а второй элемент — это всегда шанс, возможность, умение, с одной стороны, ждать, не суетиться и не пытаться там, где сразу что-то не понравилось, бросать. А с другой стороны, быстро реагировать, когда появляется шанс, понимать, где тебе нужно просто использовать эту возможность и предпринять сверхусилия. Что понравилось? Понятно, что понравилось все. Госслужба. У меня уже был большой опыт консалтинга за плечами. Казалось бы логичным продолжать в той же среде. Но в тот момент развивались очень активно. Россия участвовала в инвестиционных спорах. Крым, диалог Юнититрал. Это был точно правильный момент, хорошая команда и шанс влиять на своем уровне. Это важно. И об этом тоже не принято говорить, но если ты хочешь иметь наиболее масштабные задачи, видеть, как принимаются решения, которые потом влияют годами на практику, то это государственный сектор. И это был крайне ценный опыт. Государство по определению ключевые акторы в международном праве. И чтобы понимать логику их действий, ты должен хотя бы раз оказаться внутри. В отличие от консалтинга, мне здесь приходит на ум картинка из интернета. Знаете, когда есть одна картинка, и вы видите лицо, а я вижу птицу. И вот это как смотреть с государственной стороны и со стороны частного лица. Одно явление, один спор, совершенно два разных взгляда. Мне всегда было интересно эти оба взгляда увидеть и понимать, самое главное. Поэтому для меня было важно попробовать и то, и то. Понятно. А что было самым сложным? Были какие-то вызовы в таких резких карьерных поворотах? Строить свою команду — сплошной вызов. Когда ты партнер в большой юридической фирме или юрист компании, ты отвечаешь за свой участок. Когда ты строишь свою практику, ты отвечаешь за все. Это уже не сольная партия, это оркестр. И твоя основная задача, на самом деле, чтобы этот оркестр звучал. А это уже про рост других. Поэтому вообще управление своей практикой — это не про юридические решения. Это про людей, это про процессы. Мне важна культура. Мне хочется, чтобы к нам, когда люди приходят, они хотели приходить в рабочее пространство, чтобы это была для них такая творческая площадка. И мне кажется, это тоже залог устойчивости в профессии, когда мы работаем в режиме больших нагрузок всегда. Поэтому должно быть что-то, что тебе дает вот эту базу. Вот. И твое рабочее пространство может быть такой базой. А что еще вообще вам помогает выдерживать такие нагрузки, заниматься вообще работой в такой очень непростой сфере? Это совокупность качеств, но я думаю, что основное, что мне помогает, это быть в моменте, умение. Потому что когда у тебя работа, семья, дети, личные увлечения,
Мне кажется, здесь способность даже не переключаться важна, а погружаться в каждое конкретное дело, которое где ты сейчас находишься. Дальше все остальное, естественно, тоже важно. Дисциплина, умение приоритизировать, умение где-то отпустить ситуацию, где она от тебя не зависит. Но первично, я думаю, это быть в моменте и уметь получать удовольствие от разнообразия. А расскажите вообще о ваших увлечениях. Это очень интересно, чем люди, которые занимаются такими напряженными видами деятельности, чем они успевают еще заниматься в жизни. Для меня, на самом деле, работа — это и жизнь, это или частная жизнь — это продолжение друг друга. Я люблю профессиональные связи, часто они перерастают в дружеские. Я работаю с друзьями, вот, поэтому общение — это отчасти мое хобби. Семья занимает большую часть времени. Я очень люблю семью и очень люблю проводить время и путешествовать вместе, создавать вот эти совместные воспоминания, которые у меня были с детства. Личные интересы у меня постоянно растут. Мне постоянно интересно что-то исследовать, пробовать. Но это касается и работы, и, наверное, такая внутренняя черта. Вот. Сейчас, благодаря знакомым, я заинтересовалась игрой Го. Вы знаете, это древняя игра, она считается не менее интересной, чем шахматы, поэтому сейчас я в ней. А так я стараюсь каждый год себе не то чтобы специально планировать, но чувствовать для себя, чем я хочу в этот год или в какой-то перспективе заняться и идти туда. А дальше, если ты видишь направление, то дальше ты уже в потоке. Дальше все приходит. Спасибо, это очень интересно. Я хотела чуть-чуть вернуться к разговору о собственной компании. У вас адвокатское бюро действует в двух странах, и в Москве, и в Абу-Даби. Расскажите, как вообще вы балансируете разные культуры, разные корпоративные культуры? Какие, может быть, интересные были кейсы вообще при построении такой практики? Наша практика сформировалась в Абу-Даби в первую очередь. Это был 2022 год. Очень большой запрос на международную практику. Я не могу сказать, что для меня это было что-то сильно необычное, потому что международная практика, когда ты в ней долгое время существуешь, ты всегда сталкиваешься с чем-то новым. С разными контекстами, с разными культурами, с разными системами. Здесь это, можно сказать, вышло на следующий уровень, поэтому я это называю синтезом прожитого. Когда к тебе что-то уже гармонично приходит, и ты можешь построить уже на своем опыте, уже на своем понимании, что ты с этим раньше имел дело. Конечно, Ближний Восток совершенно другой контекст, чем Россия. Но мы до этого работали по международным проектам и на Ближнем Востоке, и в других регионах, поэтому не могу сказать, что я нашла там что-то откровенно новое или что-то мне совсем непонятное. У меня первичный ресурс всегда книги, поэтому, когда я переехала в Абу-Даби, первое, что я сделала, это закупила библиотеку про Эмираты, про регион и стала читать. И когда ты прочитываешь одну, вторую, третью книгу, ты начинаешь по-другому чувствовать место, ты уже с ним синхронизировался. Плюс Эмираты — это очень международная сама по себе среда, поэтому там мне было очень интересно, потому что там люди из разных стран, котел, в котором есть возможность, в принципе, сварить любой суп. Здорово. Продолжая разговор об особенностях, как вы считаете, в построении там, карьеры, в учебе были какие-то особенности, с которыми вы сталкивались именно как женщина, или не было? Люблю этот вопрос, потому что он для меня всегда очень сложный. Женщина может построить карьеру наравне с мужчиной и примерно с теми же сложностями сегодня, если женщина занята только карьерой. Вопрос в другом. Жизнь шире и сложнее сочетать честно разные ценности и роли. И здесь, мне кажется, важен баланс. Не уходить в драму, но и не обесценивать свой труд. Потому что семья, дети, ответственность за людей — это все требует огромной дисциплины, большого времени и усилий. Поэтому думаю, что важно понимать, что тебе конкретно близко. Здесь тоже про свой путь. Мне важно по-прежнему укладывать детей, спать. Мне важно поговорить перед сном. Мне важно путешествовать с мужем. Мне важно погулять с собакой. Это все часть меня. Это мой способ не выгорать и быть устойчивой в профессии. Я брала декреты каждый раз по 9 месяцев примерно, погружалась в семью и возвращалась в работу с новым аппетитом. Для меня это мой рецепт.
Классно, по-моему, отличный вообще способ справляться с любыми трудностями. С любыми вызовами. Да, это точно. На ваш взгляд, какие самые важные события, изменения произошли в международном арбитраже за последние 5-10 лет? Я скажу про тренды, которые я вижу в своей работе. Это, конечно, поляризация и больше неопределенности. Если раньше мы опирались на какие-то универсальные правила, то теперь все больше видим, что это зависит от контекста, от позиции, от страны. Безусловно, больше административного и публичного элемента. В целом, больше взаимодействия публичного и частного. В российском контексте мы много работаем с санкциями, с национальными санкциями, с их влиянием на международные обязательства государства перед инвесторами, на обязательства по частным контрактам, коммерческим. Ну и, наверное, говоря об инвесте, это государства, мы это видим, все больше отвоевывают себе пространство для регулирования, для того, чтобы решать свои внутренние вопросы, не нести ответственность за свои решения в публичных интересах перед частными инвесторами. Уточняют международные обязательства и международные права инвесторов. И это то, что, безусловно, отразится на арбитраже в будущем, и то, что трибуналы должны будут учитывать. Учитывая такой большой объем информации, которую нужно иметь в виду, переработать, вообще использовать в инвестиционных спорах, как вы относитесь к использованию современных методов, использованию искусственного интеллекта в работе, в учебе тоже? Положительно. Искусственный интеллект помогает, во-первых, алгоритмизировать. А к чему это ведет? Он снимает техническую рутину и оставляет больше пространства, больше ресурса для креативной работы. А для того, где искусственный интеллект менее полезен, чем человек. Пока что. Поскольку мы говорим о праве, то есть замечательная книга, которую я советую всем прочитать. Она на стыке права и технологий. Ее написал в свое время Генри Киссинджер совместно с известными американскими специалистами по технологиям. Как вы считаете, будет ли более широко использоваться искусственный интеллект или будет более цениться человеческий вклад интеллектуальный в работу? Думаю, будет два параллельных тренда, как часто бывает. С одной стороны, потенциал искусственного интеллекта гораздо больше, чем мы сейчас задействуем, и он будет только все более ощутим в нашей жизни. А с другой стороны, человеческое общение, человеческий интеллект также будет цениться все больше, потому что человека нельзя заменить. Говоря о человеческом общении, кто вообще для вас являются ориентирами, ролевыми моделями? На кого вы равняетесь или равнялись, если есть такие люди? У меня нет одного кумира, но на всех этапах и даже больше скажу, в каждом деле, с которым я сталкивалась, были люди, которые вдохновляли, были люди, на которых хотелось равняться и от которых можно было что-то взять, чтобы привнести это в свой собственный портрет. И, конечно, семья, близкие. У меня с детства была полная поддержка и родителей, и моей семьи уже во взрослой жизни, поэтому мне повезло. По-моему, это очень здорово, и всем бы так. Спасибо. Думаю, да. Все-таки, возвращаясь к работе и к инвестиционным спорам, мы все знаем, что реформа урегулирования споров между инвесторами и государствами длится уже достаточно продолжительное время. Как вы считаете, какой вообще сейчас основной фокус реформы? Куда она движется? Есть какие-то прогнозы? Знаете, я отвечу не про фокус. Для меня Юнистрал, как и любая многосторонняя площадка, это прежде всего возможность диалога. Это когда можно достичь консенсус по каким-то самым базовым стандартам, которые могут перерасти в первую очередь в мягкое право. И дальше это своего рода валидация более смелых попыток и инициатив на региональном уровне, на двустороннем, на национальном, где контекст по определению ближе и понятней. Другими словами, реформа определяет, что
должно быть изменено или где имеет смысл больше развития. А дальше на более местном уровне уже решается, каким способом это сделать. Потому что у стран, как мы видим, естественно, очень разные представления о том, как необходимо менять систему разрешения споров. Поэтому мне кажется, что к повестке рабочей группы третьей нужно так и относиться. Не ждать от нее прорывов. Не будет в ближайшее время создано единого постоянного международного инвестиционного суда. Не договорятся страны о единой модели инвестиционного соглашения. Вот. К ней надо относиться именно как к возможности поговорить, услышать чужое мнение, отрефлексировать и понять, как двигаться в твоем контексте. С точки зрения того, чтобы хотел сюда больше привнести, мне кажется, что участие хотя бы крупных инвесторов должно быть больше. А для этого должно быть больше информированности и их вовлеченности просто. А как вообще крупный бизнес, иные акторы, вообще просто заинтересованные лица, просто ученые вообще могут лучше вовлекаться, лучше информироваться? Я думаю, что это в первую очередь задача государства все-таки, потому что государство — основные участники реформы. Наверное, задача каждого государства спросить. Как спросить, каким способом, это решает уже само государство. Но, с другой стороны, это всегда двусторонняя дорога. Поэтому задача бизнеса — не ждать, что за него придумывают все ответы, потому что не придумывают. Априори у государства и у бизнеса это две стороны разные. Поэтому государство мыслит с позиции государства, с позиции защиты своих интересов в первую очередь. Бизнес мыслит с позиции защиты своих интересов. И здесь необходима активность обеих сторон. Скажите, пожалуйста, много говорим о том, что разные позиции, разные интересы, разных сторон инвестиционных Да. споров, так скажем. Как молодым людям, которые начинают вообще только первые шаги в карьере и еще не очень хорошо это все понимают, исходя из чего им вообще выбирать развиваться в этой сфере, есть ли у нее перспективы, с чьей стороны, с чьей точки зрения лучше вообще в этот процесс и в эту отрасль входить? Есть ли какие-то советы? Решать нужно, исходя из первичного интереса. Тебя туда тянет или не тянет? Если тянет, то второе. Международные экономические отношения никуда не делись. Они видоизменяются, они усложняются, в том числе в результате международных конфликтов. Вот на днях вышел 18-й пакет санкций ЕС. Там есть возможность запрета приведения в исполнение санкционных, инвестиционных, арбитражных решений. Но это была основа из основ, на которую никто никогда не посягался. Поэтому мы видим совершенно новый этап развития. Ну, давайте скажем, это не международное право, но оно влияет в любом случае на международный контекст, правовой контекст. Ну и на уровне ЕС это само по себе международное, да, право. Поэтому здесь ребятам важно понять, что старых решений не будет, а новых еще нет. И это как раз большая зона неопределенности, а где неопределенность, там возможности роста. Поэтому именно эта сфера, где будет очень динамично все меняться и где есть возможность на эти изменения как-то на своем уровне влиять. Юрист-международник, он может действовать в совершенно разных ролях. Он может быть посредником, он может быть структуратором, аналитиком, медиатором. Здесь, мне кажется, первично не твоя роль функциональная, а та задача, которую ты для себя видишь. А задача, мне кажется, международного юриста всегда схожая. Это разработать грамотно позицию, чтобы защитить интересы доверителя, если ты адвокат. Ну, а в идеале это помочь сформировать устойчивые связи международные, там, где они рвутся. Продолжая разговор о задачах юриста-международника, как вы считаете, ваше личное место в международном праве, оно какое? Как практик, я так мыслю, и это определяет мой подход. Я смотрю на международное право не как на хрестоматию или набор академических знаний, я смотрю на это как на конструктор правовой. И ты как инженер можешь собрать подходящее решение для конкретной ситуации. И с учетом всех реалий, которые иногда, признаемся, сильно адаптируют красивую картинку, изначально записанную в международном праве. Ольга, спасибо большое за очень интересное интервью и рассказ о своем богатом профессиональном опыте. Множество советов вы уже дали, но, может быть, в конце, по традиции, дадите какие-то наставления, пожелания молодым людям, которые делают только свои первые шаги в карьере. Карьера в международном праве — это не лестница, это ваш маршрут. И только вы знаете, каким он будет. Идите по нему осмысленно, не бойтесь поворотов, исследовать новое
и в целом проявлять себя и получать неожиданный опыт. Иногда он самый полезный. Особенно в международном праве, где первичные широта восприятия, обзора и гибкость мышления. Все получится.